Давайте представим, что перед разговором мы с вами выпили немного вина. Я свое любимое безалкогольное, а вы обычное. Увы, это единственное оправдание, которое я смогла придумать размытому фокусу. Хочу поделиться наблюдением, как выбирать исполнителя для работ разного сорта, как понять, с кем не стоит работать, и причем здесь эффект Даннинга-Крюгера. Наблюдения, которыми я поделюсь, применимы для любой сферы, но расскажу я про них на примере ситуации, которая недавно произошла на одной из наших строек. В строящейся квартире для того, чтобы установить радиаторы, необходима была переварка труб. Для этого из одной компании в разное время приехало два разных человека. Приехал первый сварщик, и получилось больше вреда, чем пользы. Он развел грязь, какой-то бардак, поцарапал все радиаторы, был неаккуратен, невнимателен, всю его работу необходимо было переделывать. В принципе, можно вообще не разбираться в профессии человека, но понять, какая работа вас примерно может ожидать, можно просто по общечеловеческим качествам. Пункт 1. Я приехала на стройку в середине дня для контроля хода строительства, и на тот момент работы уже были проведены наполовину. На уже установленных радиаторах я нашла царапины от ножа, которым с них снимали защитную пленку. Радиаторы должны висеть на видном месте, и они предполагались быть украшением интерьера, поэтому никакие царапины на них недопустимы. Окей, допустим, это было сделано случайно. Стальные трубчатые радиаторы можно подключить с любой стороны, и я предложила их перевернуть, и если с другой стороны все будет хорошо, то оставить так. На тот момент работы велись уже на другом стояке, и я предложила провернуть эту операцию через несколько часов, когда все оставшиеся работы будут завершены, и мы договорились, что я специально подъеду, чтобы осмотреть радиатор с другой стороны и проконтролировать этот процесс, поэтому настоятельно попросила без меня ничего не снимать и не переворачивать. Вот как чувствовала. Когда я приехала в обозначенное время, оказалось, что моя просьба была проигнорирована, и радиаторы перевернули без меня. Они оказались поцарапаны со всех сторон, а значит, это уже не случайность, а закономерная безалаберность. Мне это напомнило шаловливого ребенка. То есть он пытался перевернуть радиатор до меня, потому что сам испугался, что он с той стороны его тоже поцарапал. Потом еще оказалось, что исполнитель пренебрег наставлениями сантехника и перепутал подводящие и отводящие трубы на половине стояков. И я прекрасно понимаю, что варить трубы – это грязная и грубая работа, но вот почувствуйте вот это ощущение и настроение от человека, который приходит работать в чужую квартиру и плюется на чужую стяжку каждые 5 минут. Мне, конечно, приходилось иногда делать строителям замечания о том, чтобы они не курили на стройке, но я даже не думала, что мне когда-то придется делать работнику замечание: не плюйтесь, пожалуйста, в чужой квартире. Вот вы знаете, бывает такое, что смотришь на человека и прямо чувствуешь его лень, что вот его как будто тянет к земле, полежать, отдохнуть. И здесь он находится через силу и делает все так, чтобы поскорее отсюда уйти. Вот какое внешнее поведение, такая оказалась и работа на отвали. Кстати, пару недель назад я уже показывала в Инстаграме в сторис, как на стройке можно организовать порядок. Порядок в голове проявляется и в порядке вещей вокруг нас, даже на стройке. Еще один интересный момент. Если такому человеку задать вопрос или выразить какое-то сомнение, то он чуть ли не криком будет объяснять, что это гениальное решение, и попытается заглушить все сомнения громкостью голоса, звериным напором и активными жестами, вместо того, чтобы спокойно объяснить свою позицию. И каждый из этих 5 пунктов – это плюсик в вероятности возникновения проблем. Вот бывают такие люди с очень грубой энергией, и с ними можно взаимодействовать только с равносильно грубой силой. Такие люди ничего другого не понимают. Их мотивируют только быстрые деньги и страх. Когда у меня бывали такие случаи, я, конечно, сначала пыталась с ними как-то по-хорошему, но сейчас я уже, конечно, понимаю, что это просто люди с другим умонастроением и другим восприятием мира. Ответственность, работа на репутацию, на рекомендацию, продумывание своей жизни наперед, простое стремление сделать свою работу хорошо – все это не про них. Им чуждо вот это чувство, когда ты сосредотачиваешься на проблеме и думаешь: как же здесь все неправильно, надо сделать нормально. Я не знаю, на каком этапе формируется это качество, но оно должно хотя бы иногда проблескивать в человеке, хоть в чем-то. А если этого нет,
У меня был заказчик из силовых структур, и вот он очень жестко общался со своими строителями, но на самом деле только так они и понимали. Но с такими людьми работать очень опасно. С такой грубой мотивацией им проще будет что-то украсть со стройки и исчезнуть, чем довести работу до конца. И дело здесь даже не в стоимости услуг, а, назовем это так, в стадии духовного роста человека. Короче, работа того бравого парня не была принята, заказчик понес дополнительные расходы, красивые стальные трубчатые радиаторы оказались поцарапаны со всех сторон, и во всех соединениях торчал неаккуратно намотанный грязный лен. Ну и на половине стояков еще были перепутаны подводящие и отводящие трубы. Все это, конечно, подлежало переделке. Разумеется, был конфликт, и этого сварщика к переделке уже не допустили. Поэтому приехал другой сварщик переделывать работу за первым. И поскольку уже был неприятный опыт, я приехала к самому началу работ все это посмотреть. Стою в другом помещении, аккуратно подглядываю за сварщиком. Он меня не видит. Смотрю, вижу, что-то там раскрутил, очечки надел. Смотрит внимательно, что-то там думает себе, долго думает. Думаю, что-то там уже происходит, какие-то мысли, решения. Подхожу, задаю вопросы. Отвечает медленно, вдумчиво, с вниманием. Перебирает решения, анализирует каждое. Взвешивает, какое лучше. Не рубит наотмашь с плеча. Совершенно другой подход к работе. В итоге сделал все хорошо. Есть такой эффект Даннинга-Крюгера. Это искажение восприятия, которое заключается в том, что люди с низкой квалификацией, делающие ошибочные выводы и принимающие неудачные решения, не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. В итоге это приводит к тому, что они завышают представление о собственных способностях. В то время как по-настоящему квалифицированные люди, наоборот, склонны занижать оценку своих способностей и сомневаться и страдать недостаточной уверенностью в себе, считая других более компетентными. То есть менее компетентные люди в целом имеют более высокие представления о собственных способностях, чем более компетентные люди. Отсюда вывод. Когда вы разговариваете с подрядчиком, с менеджером или специалистом и задаете вопросы, вы должны понять, он сомневается и тянет с поясняющим ответом, потому что у него внутри пустота незнания, или от того, что он слишком много знает и просто перебирает варианты решения, объемно анализируя проблему со всех ракурсов. Он пытается развеять ваши сомнения звериным напором и категоричен в суждениях, или видит вещи в объеме и понимает, что не существует однозначно черного или белого. Умение видеть такие вещи убережет вас от очень многих проблем. Конечно, от человеческого фактора и ошибок не застрахован никто. И надо быть готовым, что в ремонте это не редкость. Кто сталкивался с ремонтом, понимает, о чем я. Но на вероятность и частоту возникновения подобных ошибок можно повлиять. Кстати, совсем скоро начнется очередной курс по дизайну и ремонту, где в одном из уроков я также буду делиться лайфхаками по подбору строительной бригады. Поэтому, если вам предстоит ремонт, переходите по ссылке в описании. Лайк, подписка, колокольчик. Всем дизайн!